Ролик создан исключительно в развлекательных целях. Все персонажи и события выдуманы, все реальные совпадения случайны, а весь рассказ лишь бурная фантазия автора и не призывает к каким-либо действиям. Адекватные и солидарные блогеры, пожалуйста, поделитесь этим роликом в вашем сообществе YouTube, чтобы осветить несправедливость, и побуждайте остальных. Какую несправедливость, услышите дальше. Сразу говорю, это не очередной шлаковый ролик про Мумо, как вы могли подумать. Остальных прошу досмотреть до конца. Всем привет, простите за видео. Некоторые могут заметить, что последний мой ролик про Мумо, в котором я обозревал блогеров-пиявочек, исчез. Он был вот с такой вот миленькой превьюшкой. И обещаю вам, к концу ролика от причин этого события у вас загорится жопа. И нет, причиной стала не Мумо. Вот вам, собственно, и ответ на название ролика, как бы, не кликбейт. Причиной стала блогерша Катерина Роллс-Ройс, на канал которой, гниющую братскую могилу умственно отсталого контента, который я обозревал в своем ролике в том числе. К сожалению, никаких, упаси меня, ваномас роликов с ее канала я вставлять здесь не буду, потому что этот представитель, так сказать, рода человеческого снова начнет, брызгая слюной на монитор, разбрасываться страйками за копирайт. И вы думаете, мне обидно из-за потраченного на этот ролик времени, сценарий к которому я писал 2 суток, а монтировал сутки? Или жалко просмотров, которые этот ролик мог бы набрать и принести мне еще здравомыслящей аудитории, помимо той, которую уже принес? Конечно, блять, да, обидно, сука, пиздец. Но больше всего мне обидно из-за несправедливости. Что конкретно я имею в виду, я объясню в конце ролика, но сначала вам нужно узнать всю тупость этой ситуации Екатерины Роллс-Ройс. Будучи крайне отходчивым и компромиссным человеком, я решил написать недовольной блогерке на почту, дабы уладить этот вопрос настолько мирно, насколько это возможно. Но сам факт того, что сам страйк просто прилетел мне без какого-либо диалога, разбудив меня прекрасной вестью поутру, заставляет усомниться в адекватности оппонентки. Чтобы вам было удобнее воспринимать инфу и не запоминать полностью сначала мое письмо, потом ее письмо, я буду читать абзац из моего сообщения и потом читать ответ на этот абзац из ее сообщения. Привет, это Сибурский, которому ты страйкнул ролик. Разбрасываться страйками из-за того, что твой контент подвергся критике, не стоит, потому что страйк действительно серьезнее, чем личная обида. Учитывая даже, что я не переходил на личности, не оскорблял тебя, а обсуждал твой контент и тематику канала, на что имею право, и объясню позже почему. Сейчас я предлагаю тебе мирный путь. Как видите, никакой агрессии, от которой зубы скрипят. Мне действительно не нужны были эти проблемы, у меня готовится уже неделю новый ролик в новом формате и делать мне больше нечего. День добрый, спешу огорчить, страйк я не уберу. Более того, если ты продолжишь заниматься тем, чем ты занимаешься, страйки на тебя полетят и от других блогеров. Просто так сложилось, что страйк на тебя я успел кинуть первой. Я так и не понял, правда, это была угроза, что она на меня натравит своих дружков-блогеров, которые меня застрайкают? Или она спаситель и уберегла меня от страйков других, на которых я мог бы сделать критику в будущем? Ну тогда, блять, спасибо. Вообще, страйками на ютубе максимально активно промышляют юридические организации по типу телеканалов, которые банят обзоры на свои тупые шоу у разных блогеров, и то зачастую безрезультатно из-за апелляций. Между блогерами это крайняя мера, потому что все понимают, это может навредить обеим сторонам, но по-своему. Это я и попытался объяснить. Все так же мирно. Я понимаю, почему ты это сделала сейчас. Для тебя это все в новинку. В том плане, что ее канал был малозаметным среднячковым бьюти-блогом, а тут, благодаря хайповой теме, он открылся более широкой аудитории, которая уже может быть не так лояльна. Но обрати внимание, что Элли Ди, к примеру, не страйкает СМХ, а он порой даже переходит на личные оскорбления. Элли Ди, в свою очередь, либо вообще специально не дает этому делу движения, игнорируя, либо снимает ответное видео, в котором опровергает заявление Руслана, повышая лояльность своей аудитории еще больше. Я ей как бы тонко намекал, не обязательно страйкать, сделай обзор, разбор, реакцию ответную и все в таком духе. Я не обижаюсь ни на какие заявления в свою сторону, потому что я себе знаю правду. Но в правде здесь все дело и кроется. Во-первых, потому что это самое последнее дело в среде ютуба, каждый это понимает. И это дало бы только больше поводов Руслану сделать новое видео, выставив Элли Ди в гораздо худшем свете, потому что в глазах ее аудитории и других блогеров этот поступок выглядел бы жалким. Во-вторых, есть такое понятие в среде медиаконтента, как добросовестное использование или же свободное использование контента, что для России, который позволяет использовать ролики публично в целях критики. И это по закону, между прочим. Почему Бэдкомедиан делает обзоры на не то чтобы каналы, а целые фильмы, а ему за это ничего? Вроде бы против него не блогер, а целые киностудии, в чьих интересах не отбивать у людей желание покупать их фильмы в прокате. Потому что
Критика. Ты с ней еще не раз столкнешься, и страйкая каждого, вгонишь свой канал в могилу, репутация которого сильно опустится из-за ответных роликов. И почему в среде ютуба адекватные блогеры, имеющие между собой личную неприязнь, не разбрасываются при этом страйками? Вам может показаться, что это просто будет очевидным подтверждением правоты критикующей стороны, или же, простым языком, слился Лалка. Но Rolls-Royce имеет на этот счет свое авторитетное мнение. Объясню тебе как новичку. Ее первый ролик опубликован 20 июня 2017 года, а мой в декабре 2016. Бэдкомедиан за свою критику получает деньги от тех, кого критикует. К слову, на ютубе все друг друга знают, и подобная критика делается строго по договоренности. Есть, конечно, исключения, но, как правило, те, кто пытаются делать от себятину, получают страйки. Вот реакция на это заявление моего друга, блогера-новичка, крутящегося в этой сфере с 24 января 2014 года. Хуя она там, где ты себе вообразила, блядь? Слышь, ёпта, мальчик, тут каждый друг друга знает, тут каждый, блядь, как будто она сидит на верхушке, да, какого-то правительственного органа, блядь, и такая, так, мне может хуесосить только этот, и главное не говорит то, что я ЧСВ. Вот, скажите то, что я типа, ну, хуй снимаю, но зато привлекательная, да, тогда я вам страйки не кину. Чё? Да она охуевшая, пизда. Чё и вообще, причем тут Бэдкомедиан? Какие, блядь, деньги, за какие обзоры? Кто ему платит, блядь? Масоны? Она ебнутая. Йоу, Кирюха, хай, привет, ёпта, бля, мафака, бич. Ты тоже на ютубе сидишь уже около 5 лет и только сейчас узнал то, что критические обзоры, оказывается, кто-то крышует из тех, на кого делаются обзоры. Ух, ебать, мы, наверное, в ютубе ничего не понимаем. Такую элементарную вещь не знать. О май fucking god. Периодически она будет тут появляться. Ох уж этот ужасный мир заговоров, где все друг друга знают и на самом деле хорошо общаются, а бифы устраивают по договоренности. Уверен, Катя Rolls-Royce всех знает и может мне предоставить доказательства, о чем я ее и попросил в следующем сообщении. Как новичку. Спасибо, но мало подписчиков не означает, что я новичок. А в ее скудном представлении, видимо, все именно так. Больше подписчиков значит опытней, больше знает и в целом авторитетнее. Видимо, авторитетней она себя и считает, набрав 100 тысяч подписчиков на зашкварном тренде. Бэдкомедиан за свою критику получает деньги. Предоставь пруфы, иначе тебя можно будет поставить в ряд с любителями носить шапочку из фольги. Продолжаем читать ее сообщение. И уж критика должна быть хотя бы обоснованная, а называть меня ЧСВ, какая же это критика? Если не искажать действительность, я говорил следующее. Первый в списке пиявочек будет Катя Rolls-Royce, канал которой представляет из себя максимально дефолтный оплот чувства собственной важности. В народе именуемый бьюти-блогом. Канал который... Речь шла об образе канала, а не о Катюшке конкретно. А-тя-тя, подменять не нужно. Дьявол, знаешь ли, кроется в мелочах. Сам удаленный ролик вы можете посмотреть на моей стенке ВКонтакте. Ты считаешь себя самым умным? О, как я люблю, когда бросаются этой фразой. Она показывает, что оппонент абсолютно беззащитен в споре и называет совокупность твоих аргументов. Ты че, самый умный, ска? А если мой словарный запас и способность составлять предложения в более разнообразной форме отличаются от твоих способностей, то это еще не означает, что именно я самый умный. Ох, сложный прикол. Итак, ты считаешь себя самым умным, не веришь в Момо, а при этом веришь, что критика между публичными людьми не согласована. Она будто упрекает меня, что я не верю в Момо, и он на самом деле настоящий. И думает, что все блогеры договариваются о критике. Ну что ж, тогда все мои упреки в сторону ее контента можно снять, ведь я думал, что она играет на вере наивных детей в Момо. Но, видимо, она сама верит в Момо, блогерский заговор, планету Нибиру, вред ГМО, плоскую землю, наличие у себя мозга и многое другое. А далее уже начинаются легкие косвенные оскорбления, которых в моем сообщении не было. Исходя из этого, по развитию ты на том же уровне, что и ребятишки 5-8 лет. Исходя из этого, у тебя нет критического мышления, раз ты принимаешь сторону какой-то теории, и даже не научной, а теории блогерского заговора, не имея на то оснований. А исходя из этого, можно вывести, что в тебе играет как минимум детский максимализм. А исходя из этого, можно вывести, что мой уровень развития соответствует действительности, а вот твой. Вот это уже более объективно, чем ее попытки задеть умственное развитие, похожие на попытки школьника. И вот здесь уже можно заметить, как ее перекрывают эмоции и как у нее подгорает. А дальше она начала нести максимально вырванную из контекста чушь. Также ты говоришь, что я сняла распаковку, называя это самолюбованием. Серьезно? Серьезно?
Я ничего не говорил про блядскую распаковку. И к моему огромному удивлению, эти ролики при ее тогдашних 80 тысячах, а сейчас, попрошу заметить, больше 100, никому не оказались нужны. Потому что, как ни странно, людям нужен контент, а не 4 минуты самолюбования. Но я не уверен. А после того, как она страйкнула мой ролик, она скрыла все эти видео. Откуда, вы можете подумать, она это взяла? За отсутствием аргументов она придралась лишь к одной превьюшке из 8 на цельном скриншоте, которые я приводил в пример как самолюбование. И ролик с распаковкой даже не идет 4 минуты. 4 минуты самолюбования. Но я не уверен. Но она продолжает. Это рекламный ролик. Ты серьезно, что ли, даже не додумался до такого? И уж если ты действительно не знал, то бьюти-ролики снимают. Так это один из самых высокооплачиваемых форматов, а не потому, что этим подпитывается ЧСВ. За меня скажет Пашка. Тут вообще из этого письма можно столько всего контента всякого сделать. Она тут поначалу только что-то, более-менее стоящее сказала, типа, будешь таким заниматься, я тебе еще больше стрекану, типа. А потом вообще какая-то дичь. Какая договоренность, ЧСВ, ролик у нее рекламный, они... Да какая нахуй разница, он рекламный или нет, ты там, вертишься, крутишься вокруг камеры, типа, показываешь свое. А уж тем более он продажный, заебись, тебе это выставляет еще лучше. Ты теперь не ЧСВ, а просто жопа продажная, круто. Но я дополню, что в этом предложении все ее отношение к аудитории, даже больше ничего не нужно доказывать. Тупо поднять баблишек с детишек. Она оставила постскриптум. На меня сейчас обзор не только ты снял, но никто от меня страйк не получил. А почему? Потому что никто не ведет себя как Додик. Потому что моя правда глаза режет. Именно поэтому на другие обзоры у тебя не было такой реакции. Потому что те самые обзоры, это скорее всего поверхностные реакции, без какого-либо анализа и сценарной подготовки. Как вы заметили, кстати, уже пошли прямые оскорбления. Напоминаю, для вашего удобства весь этот диалог был выстроен из двух больших сообщений, ее и моего. То свое длинное сообщение я закончил так. В общем, я просто прошу отозвать страйк именно с твоей стороны и свыкнуться с тем, что критика и чужое мнение есть, и просто заткнуть его нельзя. Твой канал от этого ничуть не потерял и все так же растет. К сожалению. Мне же страйк ограничивает прямые трансляции, на которых я регулярно учу людей монтажу. Если кто-то из моих подписчиков после моего ролика писал негативные комментарии под твоим, прошу за них прощения, я к этому не призываю никогда. И это действительно так, я против такого намеренного манипулирования аудиторией в злостных целях. Жду от тебя ответа до завтрашнего вечера, потом вынужден буду осветить ситуацию, и мне придется оспорить жалобу со своей стороны, что гораздо усложнит ситуацию для нас обоих, по итогу которой мой ролик все равно восстановят. Такое было уже не раз, поэтому предлагаю просто договориться. Сразу скажу, страйк я решил не отзывать, по крайней мере пока. Потому что ты просто пиздишь, лох, и тебе уже отказали. Нет, я действительно не подавал заявление, и я действительно выйду победителем из ситуации с роликом, который восстановит. Ну а если даже нет, то, согласитесь, это в принципе как-то не очень адекватно. Ну а пока у меня есть действительно веские причины не подавать его, о которых я расскажу обязательно через месяц. Ну что же, ответ Роллс-Ройса. Буду вынужден осветить ситуацию. Мой ролик все равно восстановит. Такое было уже не раз. Вот где кроется ЧСВ. Кому ты нужен-то? Жалкий блогер с 37 тысячами. Кому ты нужен-то? Вот я со 100 тысячами. Всем нужна. Давайте же выясним, где кроется ЧСВ. Знаю, это подмена, простите. Ну а вообще не вижу ничего ЧСВшного в том, чтобы осветить перед своей аудиторией эту действительно, напоминаю, несправедливую ситуацию. И в чем именно несправедливость, я объясню совсем скоро. Вряд ли ты раньше вообще хоть раз сталкивался со страйком. Здесь она меня подловила. И моя фраза «такое было уже не раз, поэтому просто предлагаю договориться» была действительно блефом, да. Все, виновен, война проиграна, а я опозорен. Черт. Далее, по удачному стечению обстоятельств, кто-то кинул ей жалобу на видик, и она написала мне: и как у совести хватает просить снять страйк, когда в свою очередь ты кидаешь на меня жалобу на возрастное ограничение. Очень по-мужски, это прям как сделать выстрел первым. Жалобу я, естественно, не кидал, но типа, если я мужик, то я не должен вот так по-крысячьи поступать, да? А она, девушка, может втихую кидать страйки. Я сказал ей, что ничего не кидал, на что она мне ответила: я даже не буду это комментировать, ты правда Додик. И снова оскорбление, а ведь я ни одного оскорбления ей не сказал. Естественно, меня возмутило и это. Я как раз таки не бегу чуть что разбрасывать жалобы на всех и вся. Опять же, хочешь меня в этом обвинить?
Доказательства давай. И, в общем-то, вот от тебя и пошли как раз личные оскорбления. Но этого всего, напоминаю, могло и не быть. Я и об этом еще раз напомню в максимально сдержанной форме. Но раз тебе нечем заняться, сиди и развивай эту ситуацию. Ну, знаешь ли, ты мне вот так кинула страйк, и у меня уже как-то не тот настрой, чтобы сидеть и делать забавные видео. Дальше снова оскорбление. А пока лучший ответ дураку — это молчание. Поэтому это мое последнее сообщение в твою сторону. А из последнего моего сообщения ей я лучше подведу итог. Что же несправедливо в этой ситуации? Несправедливо то, что она и подобные ей блогеры вводят в заблуждение детей всякими момо и различной мистикой, действительно отупляя их и тупо зарабатывая деньги, что и подстегивает их продолжать. Несправедливо, что в их роликах одна лишь показушная лицемерная доброжелательность, а при более детальном рассмотрении они могут оказаться теми еще сволочами и быдлом. Несправедливо, что их ролики без сценария, подготовки, хорошего монтажа и вообще снятые одним кадром фактически на отъебись вообще существуют. Несправедливо, что такой контент продолжает развиваться, поощряться ютубом, и какой-то блогер может получить страйк за раскрытие этой проблемы, пусть и в юмористической форме. Еще раз прошу поделиться этим роликом на ваших стенках, ваших пабликах, чтобы обратить на это внимание. Спасибо, простите за видео. Фу, крыса, сам не лучше переписки показывать. Вы, наверное, забыли, но в самом начале ролика я сказал, что все это придумал.